Во Франции есть блюдо, которое одновременно считается соусом. Его готовят уже более 700 лет. Из-за него спорят французы и испанцы. И если вы думаете, что айоли — это чесночный майонез, то сегодня я попробую вас переубедить. Всем привет! Сегодня отправляемся во французский Прованс и будем готовить блюдо Le Grand Aioli — большое айоли. В Провансе блюдо большое айоли, которое собирается вокруг соуса айоли, это одно из знаковых блюд провансальской кухни. И даже не блюдо, а больше символ или философия семейного застолья. За поеданием айоли собирается семья, друзья, соседи, долго, с разговорами, конечно, хорошим вином. И это очень простое деревенское домашнее блюдо, но при этом символ кулинарных традиций Прованса. Ну а для католиков это еще и постное блюдо, потому что его готовят в период Великого Поста от пепельной среды до Великого Четверга. И большое айоли — это праздник. Во многих городах на юге Франции проходят праздники айоли и даже международные соревнования по его приготовлению. C'est l'aioli! On applaudit le Canada! И давайте начнем с приготовления самого соуса айоли. Я приготовлю 3 варианта, от самого древнего, аутентичного до современного и своего авторского. Изначально айоли был соусом, приготовленный из эмульсии чеснока и оливкового масла. И образуется из сочетания двух слов «ай» — чеснок и «l'huile» — масло. Если вы спросите у француза, испанца или итальянца, кто придумал айоли, то готовьтесь к долгому спору. Провансальцы скажут «у нас», испанцы скажут «это наша традиция, мы его подаем к жареной картошке и рыбе», ну а итальянцы просто улыбнутся и подмигнут. Чеснок для этого соуса лучше всего взять, конечно, молодой, потому что у него внутри нету вот этих вот прожилок, точнее проростков зеленых, которые надо удалять, они горькие. А здесь, видите, все белое, все хорошо. И это значительно упрощает работу. Я чеснок немного раздавлю и порублю. Так легче будет с ним работать в ступке. Да, именно в ступке. Никакие погружные блендеры, комбайны вам не помогут. Сейчас вы поймете. Так вот, несмотря на то, что айоли придумали еще в Древнем Риме, смесь оливкового масла и чеснока использовали как мазь от многих болезней. О ней мы можем прочитать у Плиния-старшего в его знаменитой естественной истории. Но канал у меня кулинарный, а не медицинский, поэтому мазь меня мало интересует, а интересует именно еда. Именно в Провансе айоли вышел за рамки простого соуса и превратился в полноценное блюдо. Пропорции чеснока и оливкового масла, да, именно оливковое, потому что, как вы знаете, в майонез оливковое масло плохо, или его надо мешать с обычным растительным, рафинированным, подсолнечным или кукурузным. Но айоли — это исключительно оливковое масло. Понятно, это связано с тем, что на побережье Средиземноморья никакого другого масла просто не было, наверное. Так вот, примерная пропорция чеснока и оливкового масла в айоли где-то 1 к 10. То есть на 15 граммов чеснока мы берем 150 граммов оливкового масла. И никаких желтков, горчицы или лимона. Добавляем немного крупной соли, она будет абразивом, чтобы лучше все перетиралось. И теперь нам нужно перетереть весь чеснок в однородную пасту. И это тяжелая работа, хотя провансальцы не унывают. У них есть такое выражение «faire monter aioli», ну, по аналогии «monter майонез», то есть поднимать айоли. Но буквально это значит веселиться, создавать веселую атмосферу. Видимо, это связано с особым драйвом, который получают провансальцы, когда трут свое айоли. Первый письменный рецепт провансальского айоли появился в 1342 году в издании, которое называлось «Книга о провансальской горчице». Он так и назывался «Провансальская горчица». Именно его я и готовлю. Теперь в пасту буквально по капле начинаем добавлять оливковое масло, так, чтобы эмульсия схватилась. Вообще чеснок — это очень слабый эмульгатор, поэтому эта эмульсия очень нестабильна. И тут еще, я забыл сказать, очень важно, чтобы и масло, и чеснок были обязательно комнатной температуры. И если майонез вы делаете на раз-два, то эта штука может с первого раза у вас не получиться. Буквально чуть-чуть перельете масло, и все, нет вашей эмульсии. Он получился слишком густой, добавлю немножко водички.
Немного труда, и наш первый аутентичный айоли готов. Смотрите, получилась правильная белая эмульсия. Даже, может быть, слишком он густой. Я мало водички подлил, но вот это вот то самое. Очень он, конечно, ядреный, чесночный. И сейчас такой вариант практически уже не готовят. Поэтому давайте перенесемся еще лет на 300-400 вперед и приготовим следующий вариант айоли. В 19 веке в айоле появляется яичный желток и лимон, что сделало его более легким, потому что яичный желток, лецитин, это отличный эмульгатор, значит, можно пропорцию чеснока снизить, больше добавить масла, плюс лимон – это штука, которая прекрасно стабилизирует эмульсию. Работать с айоли стало легче и технологичнее. Чтобы время не терять, я уже чеснок в пасту протер. Тут мы можем взять его поменьше. Спустя века айоли стал настолько популярным, что в 1891 году прованский писатель Фредерик Мистраль издал газету, которая называлась «Айоли». И слоганом этой газеты было «В основе айоли лежит сила, тепло и радость провансальского солнца». Еще для густоты добавляли вареную картошку или вымоченный в рыбном бульоне хлеб. Кстати, вариант с картошкой до сих пор готовит звездный Ален Дюкас. Этот вариант уже шаг к майонезу, более желтый. Я его сделал менее густым, чем первый, хотя он тоже густой. Конечно, он легче. Ну, опять же, кому что нравится. Кому-то хочется ядреный-чесночный, значит первый. Поэтому я 3 разные делаю. Ну, хорошо. И именно такой вариант айоли сейчас подают в ресторанах. И мой вариант айоли еще ближе к майонезу. А вы уже поняли, что майонез родился в Древнем Риме, фантазийный. Просто как пример того, что в айоли можно добавлять разные вкусы и ароматы, и при этом он останется айоли. И тут уже кроме желтка, лимона, горчица, тоже, кстати, хороший эмульгатор. Я добавлю трюфельный порошок, а то он у меня стоит, надо его как-то использовать. И для цвета у меня же 3 варианта, чтобы легче их различать. Ну и для аромата немного сладкой паприки. Но этот получился, конечно, еще темнее из-за паприки. Попробую, что я придумал. Я такой никогда не делал. Слушайте, очень интересный получился вкус. Я трюфель добавил не просто так, потому что трюфель отлично сочетается с вареными пашированными овощами, особенно с картошкой. И теперь, когда соусы готовы, вокруг них мы соберем само блюдо. Все должно служить тому, чтобы макать в соус. Классическое большое айоли – это набор сезонных овощей, морепродуктов. Еще там используются яйца. Кстати, яйца у католиков в пост допускаются. И все это должно быть очень деликатно приготовлено. Никаких обжарок, фритюров тут не допускается. Из овощей обязательно картофель, лучше всего молодой, морковка, традиционно цветная капуста. Я еще для разнообразия взял брокколи. Несколько белых редисок, ну так, для хруста. Прованс, конечно, маслины. Зеленую спаржу, кстати, в классическом айоле спаржи нет, но многие современные шефы ее кладут, чем я хуже. Для этого блюда еще хорошо подойдет стручковая фасоль, артишоки или молодой фенхель. Рыба и морепродукты традиционно это простая рыба, треска или хек. Я взял несколько креветок и мидий. Конечно, в Провансе выбор-то побольше, но что я нашел, то нашел. И начну я с приготовления бульона. Рыбу, морепродукты и овощи я буду готовить в так называемом кур-бульоне, что переводится как короткий бульон. Почему короткий? Потому что он варится очень быстро. И это один из базовых французских бульонов, который используется исключительно для приготовления продукта. Потом его выливают. Половинку луковицы кину, морковку. У меня все мытое, чистить не надо, потому что мы потом его будем процеживать, нам все равно. Сельдерей. Чем ароматнее получится наш бульон, тем вкуснее будет продукт, в котором он будет вариться. Петрушку отрежу стебли. Даже... Лаврушку, черный перец с горошком и несколько гвоздичек. Белое сухое вино, можете взять уксус. Заливаем водой.
Доводим до кипения, маленький огонь, минут 20 варится, и потом минут 15-20 еще ему хорошо настояться под крышкой. И сразу поставлю варить картошку. Картошка молодая, варить я ее буду в кожуре, то есть в мундире, тоже, как всегда, от холодной воды. Кстати, я забыл посолить. И то, здесь пару ложечек соли нужно. И крутые яйца, правильно сваренные, то есть 8-минутные, потом в ледяную воду. И яйца, конечно, идут у нас в кипяток, иначе мы просто время не сможем рассчитать. И пока бульон варится, подготовлю овощи. Морковку почищу. Резать я ее не буду, так ее удобнее брать и макать. Спаржу сломаю, где ломается. И вот эти жесткие обрезки в кастрюлю с бульоном. Капусту разберу на соцветия. Большие разрежу. Тут кочерышку тоже можно в бульон кинуть. И редиску, наверное, на 4 части я разрежу. Я никогда в жизни не пробовал белую редиску. Она сладкая. Класс. Да, и рыбу, чтобы она при варке не развалилась, нужно обязательно просолить. Где-то минут 15-20. Бульон сварился, процеживаем его. Большую кастрюльку обратно перелил его. И закладываем овощи в бульон. Начинаю я с морковки. Она варится где-то минут 8. Овощи должны быть недоваренные, то есть аль денте, хрустящие, это очень важно. Капуста 3-4 минуты. И спаржу 2-3 минуты буквально. Рыбу нужно вымочить от соли в холодной водичке. Видите, она стала значительно плотнее. Так, и сейчас я ее порционными кусочками нарежу. И чтобы рыба была нежнее, я ее поширую. Сотейник, подолью бульон наш, шматок сливочного масла, пусть оно разойдется. И тоже буквально 2-3 минуты без кипения. Идеальная температура градусов 80 для этого. Здесь же прогрею морепродукты. Они варено-мороженое, просто их нужно напитать вкусом. Это блюдо холодное, поэтому все нам нужно охладить. И вот эту вот волшебную жидкость, бульон с морепродуктами, со сливочным маслом, ни в коем случае не выливайте. Лайфхак. Его можно использовать и для пасты, и для варки морепродуктов, или добавить в айоли и получить чуть рыбный аромат. Применений много. Заморозьте и не пожалеете. Вот такая вот она, французская народная еда. Без микрозелени, пинцетов и шапок из пены. Просто без затей, и подают его именно так. А партаже, то есть одно блюдо на стол. Бокал хорошего вина жарким летом или зимой, главное в теплой компании. Так, какой? Ну, давайте в мой. Овощи я сварил правильно, но не первый раз. Давайте рыбу попробуем. Нечего даже сказать. Я очень люблю блюда, в которых можно не спеша ковыряться и продлевать себе удовольствие вкусной трапезой. В общем, берите на заметку. Да, и обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, потому что я в рамках своей книги о домашней французской кухне «Бабушка готовит» буду публиковать рецепты в PDF всех французских блюд. Оттуда можно будет все скачать. Чин-чин, всем пока и до нового ролика. Санте, как говорят французы, здоровья.